Итадори теперь сильнейший. Юди теперь соловерс. Сукуна не равен теперь даже мизинцу Итадори. Вы вообще видели этот разрез? Он огромный. 10, нет, 20 километров. Режет души. Какая аура. Присутствием сносит всех в версе. Наверняка каждый уже слышал подобное мнение. Так ли это на самом деле? Абсурдность завышения Юди дошла до того, что его считают сильнее всех персонажей в ЖЖК вообще. Причем вместе взятых. В этом видео разберемся, стал ли Юди по-настоящему сильнейшим, или это просто перехайпленная пустая аура. Разберем его реальные способности, разберем все глупенькие байки, которые сейчас слышно отовсюду, и сравним его с сильнейшими. И вот это прежде чем писать в комментариях тупой Годжафах сейчас будет опять нести херню, лучше послушайте. А то любите мне писать аргументацию, на которую в видео был ответ. Ты на канале Эрик Добр, приятного просмотра. Откуда вообще взялось такое мнение? Юди, который всегда был грушей для битья, а тут его окрестили сильнейшим всех времен и народов. Как это? Все дело буквально в нескольких главах модуля продолжения ЖЖК, в которых появился Итадори Юди, а именно главный шум начался с вот этого разреза. Его размера, за который ему приписали сразу же силу и статы в 100 или многократно раз превосходящую даже Сукуну и Годжо. Далее его победа над Махито в духовном мире, когда Юди пустил сеть разрезов и, не вынимая из карманов рук, победил Махито с пафосными словами о его слабости. Да, этих страниц людям уже стало достаточно. Достаточно, чтобы начать выдумывать еще больший абсурд. Стоило выйти главе, в которой был показан этот разрез, как мне сразу же посыпалась тонна комментариев по типу: «Ха, интересно, что автор скажет сейчас. Это видео было сделано до разреза на полгорода? Как же ты ошибался насчет Юди?» Конечно, Юди приписали еще и контроль выше 6 глаз, мировые разрезы, фугу, рассечение душ взглядом, вообще стирание Годжика с Сукуной одним порезом. Начну с главного зачинщика всего этого передроя завышения. Этот большой порез, и почему он фигня. Логика у фанатов проста. Разрез больше, чем все, которые показывал Сукуна, а на секундочку, размер этого разреза оценивают минимум на 10 километров, в основном на 13. А Сукуна показывал, максимум 200 метров, хотя нет, даже меньше. Значит, Юди вот настолько сильно превзошел Сукуну. Просто потому, что показал намного больше и масштабные атаки. Более продвинутые списали это на выброс ПЭ Юди, что он теперь больше, чем у Годжо Сукуны. На самом деле этот разрез ничего не значит во всех смыслах. Это просто бред. Он не сильнее рассечений Сукуны. Это просто разрез, который Юди распределил на большую площадь. Для чего? Для того, чтобы убить за одну атаку одну огромную волну низкоранговых проклятых духов. Тем самым сделав его напротив, намного слабее, чем если бы он был небольшим, на цель в 10-20 метрах от себя. Как вы думаете, какой разрез будет сильнее? Небольшой сконцентрированный на 10-20 метров или один большой летящий 10 километров? Из-за распределения проклятой энергии сила этого разреза магу уровня Сукуны Годжо вряд ли бы нанесла хоть какой-то урон. Вот простой пример. Шланг может залить весь огород большой струей, но стоит сконцентрировать воду под давлением, и она может порезать металл. Прошу заметить, в магичке это именно так и работает. Кровь Чосо. Самые пробивные атаки самые тонкие, ибо они плотные. Струя воды от Сукуны. Тонкая. Шарик красного Годжо. Расширение территории. Чем меньше размер РТ, тем более мощной становятся ее атаки. В аниме, кстати, нам это наглядно демонстрируют. Пример битва Юты против Рю, где прямо говорится, чем более плотные и меньшие атаки, тем больше у них пробивной мощи. Аниме вообще позволяет показать масштабы, которые не мог показать Гэга из-за ограничений в своей рисовке. Да так-то и рисует модуль не Гэга. Думаю, это все знают. Это тоже нужно учитывать, так как только сменился художник, так и масштабы появляться начали. Окей, те, кто утверждают, что у Юди теперь намного большая мощность выхлоп проклятой энергии, за счет чего одним порезом может он снести Сукуну, да и Годжо, кого угодно. Окей, пусть этот большой разрез будет 13 километров. Чтобы он был реально сильнее разреза Сукуны, пропорционально его масштабу, то есть, чтобы разрез Юди на 13 километров был таким же по силе, как разрез Сукуны, пусть будет на 200 метров.
то выброс, он же мощность проклятой энергии у Юдзи, должен быть минимум в 65 раз большим, чем у короля проклятий. И это, если разрез будет не широкий, а линейный, маленький, по радиусу от Юджи до края гриба. А если взять и накинуть сюда еще и ширину, ведь разрез накрыл площадь, цифры станут еще большими. Теперь включите логику, если выброс по прямой линии должен быть большим за Сукуну в 65 раз, то площадь, ширина умноженная на долготу... 4225 раз? Да... Это, конечно, грубый подсчет, но даже 65 раз чисто логически полный абсурд. При такой мощности в выбросе проклятой энергии за одну атаку Юдзи должен будет прожигать неимоверно большие запасы проклятой энергии. Вы можете привести пример 200% фиолетовый Сатору, как показатель того, что с расстоянием он теряет энергию, расстояние напрямую доказывает выброс, но это совершенно разные случаи. Фиолетовый пролетел 4 километра и остановился, бахнув Сукуну, который укрепил свое тело с его прочностью. Мы не знаем, сколько долетело до Сукуны Фиола. Он мог лететь еще после этого 4, 8, 10 километров. Это не ясно. Но он не рассеялся от расстояния. К тому же даже так есть нарративщина на то, что вблизи Сукуны выброс был громадный. Да и сравнивать фиолетовый шар с тонким порезом, как кирпич с лазером. Вот шарик синего Годжо в 17 лет. Вот шарик синего Годжо в 17 лет. Вот шар взрослого Годжо. Вот шар взрослого Годжо на максимальном выбросе. Разницу в размерах и ситуациях, надеюсь, не нужно пояснять. Все самые мощные атаки в ЖЖК, например, фиолетовый, неспроста относительно небольшие. Фиолетовый относительно небольшой шарик, и это не слабость, а делается специально для сумасшедшего пробития. Фиолетовый в 235 главе как наглядный пример. Это база. Размер не равно сила. Окей, если следовать логике, что персонаж, способный кастить столь дальнобольные масштабные атаки, имеет такой космический выброс, в нашем случае Юдзи, который был еще и после черной молнии, то давайте посмотрим на причину второго гриба. Он не от Юдзи, а от Рики. Точнее, от Цуруги Рики, но вложением проклятой энергии занималась именно Рика, на что дали акцент. Второй гриб примерно такой же по размеру и по вашей логике такой же смертоносный, как разрез Юдзи. Атаки Рики, ну тогда бы, должны были быть, ну писец какими опасными. Но это же Рика наносит удар по Мару сразу после этого же разреза, и рана не глубокая, на что дают акцент. Так что либо у нас Рика топ-2 верса, хотя это Рика, которая даже в топ-10 не входит, либо Мару топ-1 верса по прочности. Но что-то я не вижу, чтобы на Рику так молились. Ну да, она ведь не фармила ауру и пафос, как Юдзи. Рика, кстати, у нас ловит критический урон от кулака Исигори, с его фистатами, его выбросом и так далее. Даже в своем полноценном виде. А тут Юдзи, черной молнией, которая и так в 2,5 раза бьет сильнее обычного панча с руки, просто отправляет NPC лопушка в нокаут. Черной молнией. Да. Если у Юдзи такая мощность, такие статы, которые ему рисуют, он должен был бы этого типочечка-пришельчика аннигилировать и полгорода стереть вместе с ним. Следовательно, нету у Итадори статов, превосходящих топов верса. Сравним Юдзи с Сукуной. Сукуна такие большие атаки никогда не показывал. Вопрос. Была ли у Сукуны хоть раз нужда убивать такую большую толпу проклятых духов? Нет. Это рассечение Сукуны. И это рассечение Сукуны. Также это и это. Несколько раз применение одной и той же атаки с разным размером. Дело не в том, что Сукуна не может использовать такой большой разрез, а в том, что это ему за всю мангу объективно было абсолютно не нужно. Сукуна режет хирургически. Ему незачем делать атаки большими, теряя их мощность, тратя попусту энергию. И да, это не гриб пыли от разрушений города. То, что мы тут видим, это пар, пепел, эффект убитых проклятий. А что насчет сетки против Махита? Юдзи, не вынимая руки из карманов, сделал такую атаку. Главное, пафоса накинул, чтобы впечатлительных впечатлить. А Сукуна такого не делал. Делал. Вот такая же сетка разрезов, примененная против Кашима. Она, блин, аналогичная. Не вынимая кармана из рук, Сукуна так тоже делал еще в Сибуе против Мимика и Нанака. Сукуна не делает лишние ненужные разрушения. Он бьет точечно
и смертоносно. Еще абсурднее слышать, что этот разрез Юдзи стал круче и сильнее, чем мировые разрезы Сукуны. Не знаю, как люди к этому пришли, но 1% мирового разреза будет сильнее любого пореза Юдзи. И это факт. Потому что мерная атака игнорирует любую прочность. Да, и у Юдзи нету мирового разреза. Он есть только у Сукуны, благодаря великому божественному Махараге. Слышал такое мнение, что Юдзи пол Сибуя этой сеткой разрезал. Ой, блин. Вот видны разрубленные здания. Вот сзади абсолютно целые и нормальные. Успокойтесь. Насколько вообще это ачивно? Вообще вот эта победа над этим Махито. Слышал много раз, что вот он ходит на пофигизме, расслабленный, вообще не напрягается. А против кого ему напрягаться? Начнем с того, что это мир душ. Мы не знаем, какая прочность у этого Махита из зданий. Этот Махита даже физического тела не имеет. И Мару сказал, что то, что он показывает, это временный возврат сил. То есть победа над этим Махита вот тут, эти пафосные слова, это вообще нисколько не ачиво. Ну и Махита, кстати, далеко не пиковый, а его остатки. Да и кто вообще такой этот ваш Махита, чтобы из-за него такой шум делать? Из этого всего вытекает следующий тезис. Духовный урон Юдзи. Да, просто любимая. И да, он у него есть, в отличие от Сукуны, например. Но не такой, каким его представляют фанаты. Разберемся, как это работает. Для начала, после вот этого вот, Юдзи приписали разрезы, режущие душу. Что он может сделать так с каждым, просто и быстро? Ну вот незадачка. Эти разрезы выпущены в духовном мире. По факту, даже брось они там палку в Махита, это бы считалось духовным уроном, потому что они в духовном мире. Даже Мауру предлагал расправиться с Махита, потому что может, потому что в духовном мире. И что же мы, Мару будем скейлить тоже духовный урон? Из показанного и заявленного у Юдзи нету разрезов, режущих души. У Юдзи есть разрезы, которые могут быть по границе душ, таких как Сукуна и Мегуми. Например, когда в одном сосуде две души. Это Юдзи чувствует и наносит удары, которые мешали Сукуне. Этими ударами он и отделил Сукуну от Мегуми. А именно порезы, кстати, это вообще уже дело пакта, ибо Юдзи благодаря пакту накинул эту способность на рассечение для большей эффективности, а потом уже заложил их в свою территорию. То есть для того же Сатору, да и любого другого мага, неперерожденного, удара и пореза Юдзи не несут абсолютно никакой угрозы. Ну иначе он бы не бил по границе душ, а мог бы просто наносить урон точечно по душе Сукуны, что было бы логично. Так что нет, то что он из Махита сделал конструктор Лего в духовном мире, не значит, что он может резать души своих противников в обычном мире, а тем более без проблем, не вынимая из карманов рук. Контроль. Его приписали Юдзи тоже больше, чем у Годжо. Ну и Сукуны, само собой. Внимание, потому что вот этот вот типок, Кадзуя Мину, так его зовут, который даже не маг. Да, он не маг, он выполняет роль окна, об этом написано в экстре. Поразился, качество его проклятой энергии, не ощутив ее до удара. Какое качество. Скейлить Юдзи, мега-контроль проклятой энергии, по словам такого персонажа, это все равно, что слушать пояснение Маки о использовании магии. Годжо и Сукуна такому точно бы не удивились. О чем речь? Годжо задетектил нападение Дзёго еще до его появления, едя в машине с повязкой на глазах. А тут речь о ПЭшке в кулаке. Для начала, контроль ПЭ Юдзи не может быть выше, чем у Сатору, потому что у Сатору 6 глаз, и это был бы в целом повествовательный бред. Этот момент уяснили. 6 глаз — это имба для контроля энергоэффективности ПЭ, выше которых в версии ЖЖК не прыгнуть. Ну и скрывать свою ПЭ — это вообще не новость. Взять в пример Сукуну в Сибуе, когда Яга и Сёко даже не поняли, Сукуна это или Итадори до конца, с его-то объемами, которыми он может плеснуть так, что маги на расстоянии в километры шарахаются. Вдобавок, количество проклятой энергии у Юдзи точно не как у Сукуны, не как у Юты и не как у Годжо. Сколько? Точно не скажешь. Учитывая его бой в Синдзюку с Сукуной, использование ОПТ, каст техник и расширение территории, немало. Но и рядом с Ютой он точно не стоит. Увеличились ли его объемы спустя года? Даже если каким-то образом и да, то точно не намного. В оригинальной ЖЖК на потенциал Юдзи был намек. То, что он сопоставим с Сукуной, не может превзойти
а сопоставим, ибо Юдзи много плюшек получил от сородича. А именно быстрое развитие как мага и режущие и рубящие атаки. Да, никакой фуги или антигравитации от Кендзяку у него нету. Забавно, но Юдзи откуда-то дали еще и боевой опыт, превосходящий всех. Откуда? Весь его боевой опыт заканчивается на битве в Синдзюку. Дальше он занимался всякими олухами и ходил много лет изгойствовал. Все, какой боевой опыт? Откуда ему взяться? У Юдзи так-то и желания стать сильнейшим нету, и никогда не было. У него нету того голода выйти на вершину, в отличие от Сукуны Годжо. У Юдзи нету изобретательности в битве такой, как у Годжо. У Юдзи нету такого батл IQ. Юдзи не строит многоходовых планов и тактик, а его поступки в финале вообще заставляют сомневаться в его мышлении. По мнению фанатов Итадори, у него стерся потолок сил, и он бесконечно становится сильнее. Не, ну а что? Типа выброс, боевой опыт, контроль, статы, скелет больше, чем у кого-либо. Хотя такого и близко нет. Потенциал Юдзи сравним с Сукуной, да, что нами показали в модуле, но не превосходящий его в 100 раз. У каждого есть свой потолок сил. У нас есть маг, живущий больше 1000 лет, который не сильнейший. Кендзяку. У нас есть Чоса, живший более 100 лет, оттачивающий свои навыки, и он далеко не сильнейший. А тут Юдзи пожил 80 лет и стал сильнейшим всех времен и народов. С таким успехом каждый второй дед в маг-битве должен быть полубогом. Все вышеперечисленное просто выдумка и приписание ачив, которых у Юдзи нету и не будет. После модуля вообще пошел какой-то тренд завышения персонажей с возрастом. Просто представляю, как какая-то 80-летняя Набара забивает гвозди с мерным уроном. Фантом ЖЖК уж больно впечатлительный. У Итадори нету безграничного роста. Он прокачал то, что у него было, по максимуму. Теперь, когда мифы о сверхсиле Юдзи развеяны, разберемся в том, на что он реально способен. Первое, выдавать черные молнии намного чаще других. Об этом шла речь еще в основной ЖЖК, это подтвердилось модулем. В целом, черную молнию ГГ придумал изначально для Юдзи, так что это его такая особенная фишка. Дальше, он достиг уровня Сукуны в понимании техник святилища, доступных Юдзи. Еще раз, у него есть только разрезы и разрубания. Никакой фуги у него нету, никаких взрывных термобарических разрезов у него нету. У него есть РТ, в котором заложены рассечения, режущие границы душ. Но думаю, Юдзи их заменил на обычные. Или на разрубание, так же как Сукуна. Так как разрезов, режущих саму душу, у него нету. Ну и у него есть манипуляция кровью, которую он освоил на высоком уровне. Усё. Теперь отвечу на вопрос, который мне задают чуть ли не каждый день в комментариях. Стал ли Юдзи сильнее Годжо и Сукуны? Посмотрев за эти месяцы кучу абсурдных видео, аргументов и комментариев в сторону силы Юдзи и тому, что мы имеем по показанному в модуле, нет, конечно нет. В случае с Годжо у него банально нечем пробивать безграничность. Это просто первое и базовое, что нужно уметь делать, дабы хотя бы сражаться с Сатору. У Итадори нету ничего, что могло бы пробивать безграничность и реально навредить Сатору. Разве что РТ, который он Годжо точно не убьет, это во-первых, так как вопреки мнению фанатов он не уничтожит душу Сатору за пару секунд. Во-вторых, Годжо все еще имеет телепортацию, Годжо все еще имеет защиту от гарантированных попаданий в РТ. В-третьих, с чего вы вообще взяли, что у Юдзи получится пересилить территорию Сатору? Это основано на том же, на чем и большой разрез. Просто потому что. У Годжо реальный боевой опыт в РТ-файтах и барьерных техниках. Сатору на ходу придумал способ законтрить безбарьерку Сукуны. Годжо придумал, как восстанавливать перегоревшую технику. У Сатору гениальный подход к ПЭ. У Юдзи такого нету. Вдобавок и РТ у него не открытого типа. Даже если представить, что у Юдзи есть растяжение территории, рукопашный бой рассматривать смысла нету. Так как не получится у него в рукопашке внести какой-то существенный урон свежему Сатору. Да и Годжик просто стоять принимать удары тоже не будет. Итог. Нечем пробивать безграничность, уступает Годжо технически. Даже если представить затяжной файт, если до такого бы дошло, что вряд ли, у Юдзи банально закончится проклятая энергия, в отличие от Сатору, а то, как Годжо может его грохнуть, ну... много как. Очень и очень много как. Его вообще ничего не ограничивает. Юдзи ничего не сделает синему, красному, фиолетовому. Попадет под необъятную пустоту и он, ну, ГГ.
Да и в целом битва Юдзи против Сатору могла бы закончиться за десяток секунд. Банально Сатору стоит прижать его к стене и кастануть РТ. Это самый простой и изящный способ. А так, вариантов много. Юдзи вообще нечего противопоставить. Его порезы по границе душ не сработают, на территорию пофиг, на разрезы пофиг, про кровь я вообще молчу. В случае с Сукуной ситуация немного иначе. Также зависит от того, какого Сукуну мы берем. Если брать пик Сукуну, то есть в теле Мегуми, то тут вообще без шансов у Юдзи. Стоит Сукуне начать адаптацию к режущим атакам, а это будет очень быстро. Вспоминаем Сибую. Как Итадори лишится возможности как-либо победить Махарагу в принципе, а там уже останется просто душить Юдзи. Вот такой изи-вин для Сукуны. У Юдзи против Сукуны в Мегуми был бы шанс победы только как в каноничной битве. Отделить Мегуми от Сукуны, на что он способен, если будет много раз бить по границе их душ. Только вот и Сукуна будет свежий, и Сукуну не будет ничего ограничивать, и это, пожалуй, единственный вариант для Юдзи. Если же брать Хэйян форму, то тут вариант победы через разделение душ отпадает. А то, что он там гигантские разрезы пускает, как говорил я выше, погода не сделает. Особой пробивной мощи у них нету. Особенно против Сукуны с его прочностью. Территория у Сукуны явно лучше, открытый тип побеждает закрытый, а Юдзи не Сатору, чтобы это контрить и приходить к мега-баттл решениям. У Сукуны банально больше техники, возможностей, чтобы победить Юдзи. Та же Фуга с территорией. Сукуна ломает РТ Юдзи, кастит Фугу. Да, он ей вряд ли его убьет. Но Итадори будет неприятно. Если отталкиваться от того, что ни первый, ни второй не смогут убить быстро друг друга, то будет затяжная битва. И опять невеселые новости для фанатов модульного Юдзи. Объемы ПЭ у Сукуны минимум в 2 раза больше. Про выброс уже говорили, он у Юдзи не может быть большим, чем у Сукуны в десятки раз, это точно. Скорее всего, он примерно одинаковый. Очень вряд ли Юдзи сможет тратить кучу проклятой энергии для постоянного хила под натиском Сукуны. Юдзи, не имеющий возможности никак шотнуть Сукуну, просто проиграет в затяжной битве. Вот и все. И это не беря версию Сукуны в учет с мировым разрезом. Да, Юдзи сможет нанести урон Сукуне, но сможет ли убить? С прочкой и возможностями Сукуны? Нет. По итогу, модульный Юдзи это самый переоцененный персонаж в ЖЖК. Почем завысили его так? Просто потому что. Тот ходил, фармил пафосно ауру, пустил большие разрезы, ну и все понеслось. Конечно, сейчас мне 100% напишут комментарии, что я несу фигню, я не прав и так далее. Вообще аджифак, который не хочет признавать силу Юдзи, бла-бла-бла. Но в таком случае это уже сплошной фанатизм, игнорирование фактов и отказ воспринимать информацию. На первый взгляд Юдзи модуль выглядит круто, опасно и как машина для убийства, но если вдуматься и проанализировать, то он показал то же, что и Рика. Ладно, немножко больше. Ставить его в ряд сильнейших можно, но не сильнейшим. По некоторым пунктам он достиг уровня Сукуны и способен на многое. Это уже не груши для бития. Но не нужно приписывать ему то, чего у него нету. Не нужно пытаться найти отсылки автора, которых нету. Нельзя оценивать силу, смотря на масштабные техники. И он точно никаким образом не может быть сильнее всех персонажей, которые сейчас есть в Магичке. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, обязательно пиши лайки, ставь комментарии, залетай в телеграм-канал, Бусти. До новых встреч. Пока. Попытка сбежать не увенчалась успехом, но я уже сбился со счету, я не знаю, сколько я не ел. Зато я нашел какую-то конфетку. Она грязная, пыльная, но хоть что-то. Ведь приходится. То, что остается после дождя, она сладкая. Ребята, цените свободу. ЖЖК того не стоит. Ярик это чудовище.